Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Октябрь 2025, знаки судьбы. События октября и чего ждать от этих событий, давайте с вами узнаем. И планетарные транзиты таковы, пару слов пока я перемешиваю колоды, у нас сегодня их две, Чиро Маркетти и колода Ленорман, где мы достанем три карты как знаки судьбы. Но планетарные транзиты для вас вообще до конца осени, не только октябрь месяц для вас, как бы просят уделить внимание вашим взаимоотношениям. Или основная тема того, кто рядом с вами находится, ваше окружение. Для вас важен тот человек, кому вы очень доверяете. Это и, может быть, это на уровне эмпатии, у кого-то это может быть партнер по браку, да, или какая-то даже любовная история, почему нет. Но для вас, дорогие близнецы, будет важна еще и дружба. Это важные разговоры, спонтанные и откровенные. Значит, должен быть такой человек, который на это способен. Может быть искренний и чувственный. Вот когда это все в одном человеке сочетается, это вообще волшебно. Но для вас это не абстрактно, вполне конкретно имеет значение, потому что в последующие 7 лет Уран, революционно-инновационная планета, она окончательно перейдет в ваш знак зодиака, и люди, вот те люди, от которых вы можете услышать правду, и пусть даже если это какая-то критика, вы ее воспринимаете правильно, вы знаете, что вам человек всячески желает добра. Вот само окружение – это как ключи вашей судьбы, открытость и объединение. Объединение еще также, знаете, ведь ваш знак зодиака – это любознательные люди. Вот это любопытство к жизни, не к соседу, нет. Оно вам дает уникальный вот этот дар, дает возможность быстро переключаться или как будто ухватить такую разноплановую информацию. Но согласитесь, даже если, оглядываясь назад, явно были ваши проекты, в вашей жизни такие проекты или идеи, которые, ну, по разным причинам вы не реализовали. Потом, может быть, вы даже увидели что-то, да, то, что было реализовано кем-то, и могли сожалеть о том, что, эх, надо же, ведь я когда-то об этом думал или думала. Вот в этом контексте для вас и важны те люди, которые вам помогают стабилизироваться самим. Может быть, это еще и как вопросы дома, место вашей безопасности. Вам нужно как раз вот из нескольких фрагментов вот вашей любознательности словно создать какой-то волшебный витраж, как в окне храма вашей души, понимаете? Поэтому ваше окружение – это ваше все. И пусть это окружение, оно не будет разношерстным, и многим вы не будете, понятно, доверять. Но вот хотя бы один человек, который больше порядка привносит в вашу жизнь, больше стабильности, кому вы можете довериться искренне, и кто вам также искренне доверяет. Вот такой взаимообмен. Это на последующие 7 лет. Но, видимо, вот такая генеральная репетиция, вы можете просто эти энергии очень остро прочувствовать, как в октябре, ну, может быть, и с заходом на ноябрь. Много сказала, идем с вами дальше. 3 знака судьбы. Это как 3 вехи или 3 сферы жизни, или 3 вопроса каких-то, да, в которых вам придется принимать важные решения. Или будут оказывать эти энергии на вас влияние в течение октября месяца. Продолжим. Какие энергии идут в вашу жизнь в целом? Давайте узнаем. Достанем карту Таро. 2 получилось. Ладно. Что нового идет на ваш порог? В чем вы, возможно, поставили точку, а оказалось, продолжение следует, или в целом, что будет продолжаться? И по основным сферам жизни, энергии любви и сфера отношений, сфера финансов на октябрь и сфера работы, дел, планов, достижений. Ну, давайте откроем первую карту, как знак судьбы. Ну, вот все то, что я до карт говорила. И вам выпадает дом. Дом – это и стены, как я уже сказала, ваше место пребывания или планируемое. Может быть, кто-то будет улучшать, делать жилье комфортным, куда вы возвращаетесь отдыхать. Вам хочется гармонии. И это даже планетарно, ну, вот как будто карты подтверждают. Не всегда, кстати,
Таро прогнозы совпадают с астрологическими. Но дом – это еще и наши домочадцы. Вот, пожалуй, это тот человек, которому вы доверяете и который доверяет вам. Это, знаете, полная гармония, единение души, ну, может быть, и тела тоже. Вот такие вопросы. У кого-то вопросы семьи. Порядок будете наводить? Вот действительно, тут надо организовать, упорядочить свою жизнь, разобраться, может быть, в некоторых или отношениях, или с тем, что уже лишнее, или то, что не может быть продолжено. У нас есть и плеть, есть и метла. Метла – это то, что выметает как раз лишнее, мусор, может быть, ментальный мусор. Вот тоже, да, мы в ментальности, в наших планах порядок наводим. Может быть, кстати, плеть есть. Ну, тут отчасти, знаете, как нам придется немножко себя заставлять вот этот момент или на что-то решиться. Вот как будто плеть, решайся. Поэтому у кого-то это может совпадать с какими-то важными, откровенными разговорами. Знаете, такое число кармическое 11. С одной стороны, вроде нечетное число, правда? А все-таки, если мы смотрим по написанию, это пара. 2 единицы, а в сумме единое целое. То, что создает шедевр. Та пара, которая имеет какую-то очень прочную связь, которую не могут разорвать люди. Здесь, правда, может быть и встреча с таким человеком, но не будет, наверное, еще и просто вот эти откровенные разговоры с кем-то вы должны осуществить. Вас должны правильно понимать, и поэтому тоже нам приходится более ясно излагать свои мысли. Может быть, вы как противитесь, или где-то не хочется, да, или вы сомневаетесь, но если слушаете вашу интуицию, она вам будет давать правильные подсказки. Хотя без элемента, когда нам приходится, чего греха таить, нам приходится в некоторых вопросах себя заставлять. Но не сказать, что оно как-то потом разберется само. Нет, тут, скорее всего, и от ваших каких-то правильных решений будет зависеть ваша судьба. Вот конкретно знак судьбы такой. Третий знак судьбы. Какое-то продолжение должно следовать. Посмотрите, звезда. Весь зодиак, по сути дела. Это возможности. И у вас выпадает 6 червей. Любовь. Может быть, это отношения на расстоянии. Может быть, и вы будете как раз уже с чем-то определяться. Я такое допускаю. Может быть, это дом, да, тоже переезд у кого-то может быть. Вообще по аркану звезды нет ничего невозможного. Отчасти это где-то исполнение желаний, но еще и далекие перспективы. То есть карта хочет сказать, близнецы, мои дорогие, вы должны видеть, как минимум на пару шагов вперед. Задуматься о будущем. Не просто так абстрактно, а вот может быть то, что касается дома, вашего ближайшего окружения, все то, что я сказала до карт. И с кем бы вы хотели видеть, строить союзы, строить дружбу. Может быть, это в целом касается и работы тоже. Но, знаете, вот то, что наносное, то, что, знаете, как некий фейерверк, который вроде бы нас и разжигает, но как возгорелось это пламя, оно и бесследно гаснет, оно ни к чему не ведет. Иными словами, вот этот пафос или какие-то красивые жесты, они тоже ничего не значат. А вот, видимо, надежность и искренность – это основные два качества и ключи, знаки вашей судьбы. Ладно, давайте будем узнавать, какие энергии, может быть, в лице кого-то или через дела идут в вашу жизнь. Королева мечей. Отчасти это карта ваша. Тут, правда, придется принимать важные решения. И мне так кажется, по части дома, домочадцев, важного человека в вашей жизни. Вот вам придется, видимо, в октябре с этим определиться. Королева мечей – это карта независимости. Холодная достаточно карта. Может быть, и есть те вопросы, которые вам нужно решить даже отчасти скрупулезно. Или решиться вам на что-то нужно. А рыцарь чаш – хорошее настроение – это те люди, которые вам откликаются. Мы можем думать, может быть, вот не случайно это плеть, опять же, да, и число 11. У нас как будто пара может быть, но вы близнецы. Вы не совсем, я бы сказала, внутренне настроены. Поэтому, может быть, плеть и говорит, что кому-то из вас придется переоценить или отношения, или у самого себя, у самой себя спросить, а действительно для меня этот важен человек. Но игра уже не предусмотрена.
Вот в целом такие энергии. Когда хоть и, конечно, по рыцарю чаш может и хотеться драйва в личной жизни, узнавание какого-то другого человека, другого партнера, какие-то другие интересы. Это все прекрасно. Понимаете, это ваша сильная сторона, да, вот умение общаться с разными людьми и при этом не быть предвзятым. Но, видимо, для жизни нужен тоже фундамент. И вам, видимо, вот это придется как объединить, да, вот свои желания где-то и, может быть, отчасти желание вот этой стабильности. Как бы совершенно разные энергии. Одна такая более как экстравертная, да, а другая, наоборот, интровертная, когда именно для себя. И это может сделать не совсем просто. Ну, как-то не так, как прежде, мои дорогие. Ну, давайте мы с вами узнаем, а что же нового идет на ваш порог. Ну, карта двойка жезлов говорит, по крайней мере, на октябрь все новое, хорошо забытое, старое. Но вам действительно нужно определиться. Какой-то выбор вы делаете, мои дорогие. И в зависимости от правильности выбора будут развиваться, ну, дальше какие-то перспективы или, может быть, чего-то и не упустить. Это тоже и по делам может касаться. Но у нас девушка ничего не делает вообще. Что тут нового? Обычно по двойке жезлов это мы словно между жезлами ходим и не можем никак с чем-то определиться. Да, с одной стороны, это карта, которая дает опять же нам фундамент, потому что тройка жезлов – это уже взгляд в будущее. Но, может быть, есть еще и темы с прошлыми отношениями, например, или с какими-то прежними нерешенными задачами. Может быть, это вы, опять же, должны в чем-то определиться. Выбор все-таки больше идет. Решиться. Или решить, или решиться. Вот такая задача. От этого будет зависеть новое. Может быть, словно место занято. И пока вы сами в каком-то двойственном состоянии находитесь, новое не может войти в вашу жизнь. Расчистить пространство. Или, может быть, это даже касается вашей души, вашей ментальности. Но выбор, он явно присутствует. Давайте мы с вами узнаем, в чем вы поставили точку, а возможно продолжение. Или вообще, что будет продолжаться. Ну вот смотрите, в плане какого-то перемещения, взаимодействия, новых людей, полный порядок. Но вы как раз и можете прочувствовать вот эту необходимость в своем одном родном человеке или свои планы, когда я очень хочу воплотить. Много вот этих жезлов, которые буквально нашу героиню пытаются достать, 7, а она, посмотрите, даже отвернулась, хранит собственный дзен. Значит, есть какие-то темы, которые, ну, нам туда не надо. Это нужно людям. У вас сейчас вы сами, может быть, ваш дом и один единственный какой-то партнер. Правда, у кого-то может быть выбор. Может быть, это дела семейные. Но всегда семерка жезлов нам дает подсказку. У тебя должен быть маневр. Отступи полшага назад. Иногда большое видится на расстоянии. Иногда мы должны быть искренне откровенны сами с собой, чего же мы хотим. Не вот эти все, ну, где-то в виде жезлов, да, или в виде чужих желаний, какие-то задачи. Мы рискуем зря потратить время. Может быть, поэтому нам и говорят двойка жезлов. Ты много на себя взял или сразу в какие-то множество вопросов, тем ты хочешь или успеть, или в разные места попасть. Для тебя нужно выбрать самое важное. И правда, что-то чаще всего из тех тем, если мы говорим о достижениях, которые вы когда-то прежде мечтали, желали, может быть, уже вы первые шаги делали, а потом быть вот эти внешние силы, события, люди, они будут всегда. Для вас важна концентрация, мои дорогие, стабилизация, порядок в собственной жизни, в собственной душе. От этого зависит ваша и свобода, и самореализация. Потому что мы можем всю энергию, которая к нам приходит, распылить в разные стороны. Люди будут меняться, значит, кому вы, может быть, с кем взаимодействовали, или был какой-то сиюминутный интерес, может быть, и с вашей стороны. Но по семерке жезлов это не продолжается долго. Вот мы можем, представьте себе, на 7 каких-то тем согласиться, а все эти 7 не будут иметь какого-то длительного продолжения и не приведут вас к успеху. Хотя поначалу здесь же вам могут по-разному транслировать. Вот такая задача. Я бы не сказала, что это легкая задача. Сфера личной жизни и отношений.
Но вот вам и тройка жезлов. Вам нужно с чем-то определиться, с кем вы будете, может быть, на будущее, с кем вы будете строить планы. Причем не иллюзорные, а вполне конкретные. Девушка стоит серфингом, она стоит еще пока, да, она еще не прыгнула, как будто ждет волну. Это нам о чем? Она проверяет, она мысленно анализирует, все ли она с собой взяла в будущее. Но идет она налегке. На будущее. Вот мне даже я не хочу повторяться, потому что я много сказала. Именно тот человек, который и для души, и на длительный срок, тот, который единомышленник, с которым возможны самые разные разговоры на разные темы, когда вы можете быть сами собой. А если это касается дела, работы, бизнес, достижения, там тоже должен быть тот человек, кому вы доверяете. Это для вас имеет первостепенное значение, иначе мы можем, вот как эта девушка нам показана, смотреть в окно или ждать, когда что-то разберется, а без ваших усилий здесь ничего не разберется. Будем ждать, а потом в какую-то тему, как вот по карте семерка жезлов, включимся, но это ни к чему не приведет, кроме как наше сожаление, что мы зря потеряли время. Сфера финансов. Здесь тоже что-то еще нужно прояснять. Еще зыбко непонятно. По Луне есть очертания, но нет пока никакой конкретики. С другой стороны, всегда Луна, я говорю, избегайте толпы. И у вас это выпадает на финансы. Поэтому, как предупреждение, будьте внимательны к сумочкам, портмоне, кошелькам. Будьте внимательны в нашу цифровую эпоху к паролям аккаунтов, чтобы, ну, не открыть, к примеру, какой-то баннер или на e-mail какое-то письмо, которое может быть для вас опасно. Тут себя беречь надо. Все-таки однозначно аркан Луна говорит, что ты чего-то не видишь. То есть могут тут нам транслировать или обещать. Вот, кстати, семерка жезлов, я говорила об этом. Обещать, к примеру, предлагая какой-то проект, предлагая что-то приобрести или в чем-то проучаствовать, вложи деньги, почему нет? А в результате это будет фиаско. По Луне я допускаю, что может быть и как вариант у одного-двух и будет какой-то прогресс, но я что-то очень в этом сомневаюсь с учетом всех остальных карт. Да и королева мечей. Это прообраз Юдифи, известно по Библии, уж отрезала так отрезала. Вот и вам, видимо, есть то, куда вам не надо. Есть те, с которыми вам тоже не по пути, мои дорогие близнецы. Слушайте интуицию, безусловно. Одновременно не будьте в толпе. Если вы случайно даже оказываетесь в толпе, знайте, вам в другую сторону. Если это толпа, к примеру, коллектив на той работе, которая вам приносит деньги, сфера финансов, тогда имейте в виду, иногда ведь такое бывает, коллектив делится на какие-то коалиции, за руководителя, против руководителя, ну или еще какая-то белиберда. К сожалению, люди любят заниматься какой-то подобной чепухой. И вам ни к одним, ни к другим примыкать карта не рекомендует. Потому что здесь нужно как-то красиво пройти определенный путь или этап жизненного пути. Тут вопрос не выбора, а самосохранения. Вот, на финансы. И стало быть, сохранение финансов. Поэтому я начала. Берегите, будьте внимательны, как и к паролям аккаунтов, платежные системы. Может быть, что-то изучить надо или разобраться в чем-то. Ну и буквально к своим карманам, кошелькам тоже будьте внимательны. Сфера ваших достижений, работы. Ой, как здорово. Смотрите, начался наш прогноз с дома, да, Ленорман. И, в общем-то, завершается десятка пентаклей. Карты подтверждают все то, что я сказала до карт. О том, что для вас вот эти надежные люди, пусть это один человек. У кого-то это ваша семья. Это ваш сразу, знаете, как и ваша стабильность, и ваш где-то доход. Это и порядок в доме, это и, ну, может быть, когда мы с удовольствием возвращаемся в наше жилище. Или вот эти единомышленники, которые, может быть, даже для кого-то из вас семейный бизнес. Вполне такое допускаю. Дружба. Я об этом уже тоже сказала. Но тут и на деньги, и на работу, и на то, что когда мы прикладываем куда-то усилия, да, и мы видим плоды труда своего, но тем не менее по десятке пентаклей здесь еще и наша общность какая-то, вот близкое окружение, наши единомышленники. И карта опять же подтверждает все то, что я уже говорила. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы.
Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.